Метрополитена Москва, прибудет старой платформе 8 часов 14 минут. Хотел выйти из дома и сесть на собаку и полететь в город. Всё. Начать писать стихи опять и заново. И съесть еще одну картошку фри. Прямо сейчас. Ну, вообще, сдать ЕГЭ на 100 баллов и поступить на бюджет, но вот если прямо сейчас, то мне бы хотелось погреться и выпить кофе. У меня есть ответ, но мне немного стыдно произносить его вслух. Ни в чем себе не отказывайте. Выпить. Попить кофе. И, о чудо, у меня есть чашка кофе здесь. У меня тоже. Моя мечта исполнилась. Их объединяет определенное желание что-то поменять в своей жизни, но они пока не очень себе представляют, как это сделать. Люди креативные и понимающие меня, потому что с другими я бы, в принципе, не стал общаться. Они активные. Непредсказуемые, обычно гуманитарии. Это углеродная форма жизни. Они состоят из атомов, у них есть кости. Но если серьезно, в основном хорошие люди, которые близки мне по духу, по взглядам, по юмору. Есть люди, которые названивают меня постоянно. Есть люди, которые постоянно записывают мне голосовые. Но я люблю только чаты. Никакого живого общения нафиг оно нужно. Потому что не особо-то я люблю людей. Чаще всего через Discord, другие платформы типа Куйпа или же Telegram. Обычно так. Ну, обычно, с учетом того, что я сейчас учусь все-таки в онлайн-школе, я общаюсь через ВК и через всякие там мессенджеры. Лично встречаемся, ходим гулять, когда готовим вместе. Иногда они меня бесят. Чрезмерная открытость при начале общения. У меня есть друг, который уже находится в гражданском браке. Когда возникает вопрос о детях, я позволяю себе отпустить пару нелестных шуток в сторону брака, в принципе, и обоснованности и адекватности его решений в таком возрасте вступить в гражданский брак. В принципе, только наверное, эти. Часть моих друзей — это эмоциональные бревна, поэтому, когда ты к ним приходишь весь такой эмоциональный, делишься своими эмоциями, они вообще не различают то, что ты кричишь о помощи, хочешь, чтобы тебе помогли,
А говорят либо, ну ладно, хорошо, окей, держись. А ты весь такой на эмоциях, хочешь что-нибудь сказать? М, Вообще нет. Скорее, это я могу всех поставить в неловкое положение. Но, наверное, если вдруг я узнаю, что мои люди, которых я называл друзьями, на самом деле придерживаются каких-нибудь а, людоедских взглядов, так скажем, не будем говорить каких, но, скажем так, если они притворялись такими хорошниками, а на самом деле оказывается, что они, допустим, ненавидят какую-то группу людей, то я, скорее всего, ну, так прекращу с ними общаться потихонечку. Терпения мне. Сделать границы личного, с чем того, с чем я имею право не делиться с друзьями, даже с самыми близкими. Но, к сожалению, этого требует дружба. Наверное, только возникающее иногда недопонимание, когда... Ну, в принципе, недопонимание, если уточнять, то... Когда люди думают, что я на них забил хуй, а они такие, а оказывается, нет, я просто не пишу. Вот типа такого, не знаю. Да, в принципе, пока что ничего. Если бы открыли Москву, хотелось бы побольше времени съездить в Москву, но пока это невозможно, поэтому они такие, какие есть. Я это приняла, поэтому я с ними дружу. М, Ну, например, чтобы встречаться почаще. Лошади будут? Это остров мечты. Лошади, собаки и акулы. Ну да. С Я ними довольно согласна. сложно общаться. Дайте 2. В принципе, про такой остров у меня есть стих, который, кстати, был написан недавно, так что этот вопрос не застал меня врасплох. Я хочу тебе сказать. Наверное, через какое-то время я бы определенно там поселился. Возможно, сейчас я к этому и не готов, но в определенные моменты я бы променял все, чтобы там, на то, чтобы там жить. Так я ёбнусь. Ты у меня сейчас спрашиваешь, то есть, ты готов ёбнуться, ну, то есть, типа, максимально ёбнуться, либо ты готов остаться в обычной жизни, как я понял, да? То есть, либо этот остров, ты ни с кем не общаешься, либо обычная жизнь, да? Нет, думаю, нет. Это скучно. Все-таки я не интроверт, я все-таки больше к амбиверту склоняюсь, поэтому общение так или иначе мне нужно. Конечно, так нельзя, потому что в нашей природе заложена потребность к общению. И полностью жить отдельно от всех особенно, даже если там есть все необходимые для жизни вещи, все равно можно просто сойти с ума.